Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим о Второй мировой войне, о тонкой и деликатной вещи, называемой стоимость вооружения. Почему СССР смог создать такое гигантское, чудовищное количество вооружений, располагая совсем небольшим количеством народа и не очень мощным промышленным потенциалом? Не очень мощным, потому что, как бы то ни было, СССР до войны был аграрно-индустриальным государством. Потому что была очень специфическая система организации производства, называемая мобилизационная экономика. Рассмотрим это на примере танка Т-34. Это оптимально для понимания ситуации с военным производством. Итак, по состоянию на май 1941 года танк Т-34-76 стоил 249 256 рублей 95 копеек. 249 256 рублей 96 копеек. Это гигантская сумма. Для примера приведем цены на продукты того времени. Автомобиль ЭМК ГАЗ-1 в этом 1941 году стоила 6590 рублей. Шеветовый костюм 230-250 рублей. Пачка папирос Беломорканал или Труд 2 рубля. Это были очень приличные папиросы. Это считался, если не премиум, то точно первый класс. Буханка ржаного хлеба 95 копеек. Буханка пшеничного рубль 10 копеек. Говядина, баранина от 2 рублей до 9 рублей за килограмм. Литр водки 33 рубля. То есть, условно говоря, танк Т-34 в 1941 году обходился нашему государству 124 628 пачек Беломора. 7753 литровые бутылки водки. 1172 шеветых костюма. Это было дорого. Это понятно, что дорого. Танк, оружие высокотехнологичное, производился не в массовых количествах, стоил больших денег. Почему так происходило? Ну, естественным образом это все производилось на советских предприятиях, поэтому будем считать, что все это внутри страны, так оно и было. Нам приходилось много платить работникам оборонной сферы, рабочим заводов, сталелитейщикам, нефтяникам, химикам, потому что танк – это плод труда многих рабочих профессий. Нам приходилось платить им много, потому что условия труда на военных заводах были тяжелые и сложные. Квалификация требовалась высокая, поэтому если обычному токарю платили 350 рублей, то токарю на военном заводе 500. Соответственно, это производство было штучным, дорогим и довольно объемным по финансам и по вложениям ресурсов. И вот наступает война. Случается страшное. Чем мы заинтересовываем наших рабочих, чтобы они продолжали упорно, усиленно работать и производить продукцию в 2-3 раза больше, чем в мирное время? Мы всем работникам военной промышленности даем бронь. Не бронь, в смысле броню на грудь в виде латов, а бронь от призыва. То есть рабочий на военном заводе приравнивается к военнослужащим Красной Армии. При всех плюсах есть один большой минус. Любое манкирование своими служебными обязанностями, неприход на работу, прогул расценивается как дезертирство и карается соответствующим образом. То есть рабочие военных заводов – это солдаты. У него жизнь его в безопасности, но здоровье не очень. Не суть важно. Дальше мы продолжаем им платить зарплату в 500 рублей. Но поскольку СССР перешел на карточную систему снабжения продовольствием, мы ему гарантируем на его зарплату выдачу карточек на это же количество продуктов по старым довоенным ценам. Условно говоря, если он до войны свободно покупал, что хотел,
то во время войны он может затариться в магазине, отоварить карточки ровно на то количество продуктов, которые в них указаны. То есть, если сказано, что в карточке ты получаешь там, 5 пачек папирос, ты получаешь 5 пачек папирос по государственным расценкам, по 2 рубля. На базаре он стоит 20 рублей. Поэтому на базар ты не идешь. И так получается, что мы с нашими рабочими рассчитываемся пайковыми продуктами. Мы на паек выдаем ему столько продуктов, чтобы он не умер с голоду и немножко был бодр и энергичный. Условно говоря, деньги превращаются в фикцию. Основную роль играют карточки на продукты. И теперь у нас танк стоит те же самые, ну, может быть, даже дешевле. Он у нас превращается в цену в 247 тысяч рублей. Но в чем фишка? Его стоимость не определяется уже рублями. Его стоимость определяется человека-часами, потраченными на его создание. На создание всего танка, то есть не сборку конечной продукции, навешивание башни на корпус, а выплавку броневой стали, перегонку нефти и изготовление из нее резины для бандажей и прочих приспособлений для танка, краски для внутренних работ, прочих составляющих. То есть весь комплекс работ – это примерно 5700 рабочих часов. До войны это было 8000 рабочих часов. Естественно, это подешевело. Но смысл не в этом. Смысл даже не в человека-часах. Смысл в том, что мы сейчас за готовый танк по всей цепочке от шахтеров и добытчиков железной руды, от геологов, которые изыскивают нефть, и бурлильщиков, которые ее добывают, до столеваров и сборщиков на конвейере, мы всем этим людям платим карточками на еду. То есть в условиях военного времени вся цепочка производства танка превращается в цепочку получателей продовольственных талонов. Не более того. Мы никому не платим никаких лишних денег. Мы обеспечиваем существование человека на физическом уровне. Идет война. Враг у ворот. Отечество в опасности. Поэтому танк нам обходится в 5400 рабочих часов. Каждый час оплачивается, условно говоря, 1 фунтом хлеба. То есть танк нам обходится в 5400 фунтов хлеба. Либо в 3000 фунтов хлеба и 1500 фунтов мяса. Либо еще в общем и целом танк становится нам в цену продовольствия, которое мы выдаем нашим рабочим по всей цепочке за их работу на создание танка. То есть себестоимость танка с астрономических 256 тысяч рублей снижается до фактических 20-30 тысяч. Получается, что танки мы производим массово, невзирая ни на что. Единственное, что нас сдерживает, это возможности нашей промышленности по переработке сырья. Все для танка: железная руда, уголь, нефть, редкие металлы. У нас все есть на территории страны. Ничего завозить не надо, ни за что платить не надо. Мы все добываем на месте. Мы за все рассчитываемся талонами на еду. По итогу танк у нас получается дешевле грузовика до войны. Потому что это называется мобилизационная экономика. В этой ситуации мы платим людям в 10, в 20 раз меньше, чем они зарабатывали до войны, на том простом основании, что идет война, что враг у ворот, что отечество в опасности. Да, существует инфляция. Существует обесценивание денег. Кстати, очень интересный эпизод из повести о настоящем человеке мне напомнил о существовании колхозных рынков в СССР в годы войны. Рынки существовали в годы войны, где можно было свободно купить и продать продукты питания. В Германии это было запрещено.
В Англии это было запрещено. В СССР, в тоталитарном Советском СССР, это было разрешено и допускалось совершенно свободно. То есть любой крестьянин мог вывести на рынок продукцию, полученную сверх того, что он должен сдать государству, продать ее за наличный расчет, получить деньги. И безызвестный Платон Головатый, который купил истребитель для своего сына за 100 тысяч рублей, действовал именно так. Когда пошел клич сдавать деньги в фонд обороны, он собрал мед со своих пасек, отвез в Оренбург, продал его, а полученные деньги принес в отделение райсберкассы. И сказал: вот здесь 100 тысяч рублей, я хочу купить самолет. Это было нормально. То есть существовал нормальный рыночный механизм ценообразования, существовала вообще нормальная рыночная экономика. То есть, если ты хочешь жить в рыночной экономике, пожалуйста, ты состоишь в колхозе, ты вырабатываешь свои трудодни, ты зарабатываешь дополнительные какие-то ресурсы, мед там, или масло, или там еще что-то, выносишь все это на легальный, законный колхозный рынок, продаешь за наличные деньги за столько, сколько ты считаешь, что нужно продать, получаешь их, покупаешь то, что ты хочешь купить. Государство тебе гарантирует минимум потребления по карточкам. Причем сельскому населению ничего не гарантировалось. Сельское население получало продукты от колхоза по выработке. Речь идет о городском и промышленном населении. Городское население получало карточки, обеспечивалось минимум продуктов. Все, что оно могло продать на свободном рынке, оно продавало. Рынки существовали. Помните тот момент в повести «Настоящего человека», о котором он говорил, когда Моресьев решил продать портсигар, который подарила ему мать, отцовский портсигар серебряный. Он пришел в ломбард, ему предложили там какую-то небольшую сумму, причем усомнились в законности обладания этим портсигаром летчиком. Когда Моресьев вышел на улицу, к нему подошел сомнительный тип и сказал: 5 серых дам из уважения к герою Отечественной войны. 500 рублей. То есть серебряный портсигар свободно мог быть продан за 500 рублей, на которые Моресьев тут же на колхозном рынке легально и законно купил продукты, соврав хозяйке, что перешел на сухой паек, потому что в столовой плохо кормят. То есть сталинский СССР, помимо необходимого минимума для снабжения промышленных рабочих и создания архидешевой военной техники, вполне допускал существование свободного рынка, где, к сожалению, инфляция сыграла свое черное дело. Но тем не менее можно было купить все, что угодно, если это все создалось твоими руками. Прежде всего. Перепродажи, спекуляции и тогда тоже карались. Но если ты вынес на рынок созданный твоими руками мед, лапами пчел, но неважно, твоими руками, мед или масло, или там картошку, и что угодно, или свинину, ты мог это продать без опасения того, что тебя схватят, арестуют и посадят. Цены были соответствующие. Сейчас я продиктую. Вот такой маленький факт. Индекс розничных государственных цен на нормированные продовольственные и промышленные товары остался неизменным с 1941 по 1945 год. Но что касается продуктов колхозных рынков, то индекс цен там в 1943 году по сравнению с уровнем довоенного 1940 года увеличился на продукты растениеводства в 12,6 раза, на продукты животноводства в 13,2 раза. Килограмм свинины, стоивший в 1940 году на колхозном рынке 20 рублей, в 1943 стоил 220-250 рублей. То есть, условно говоря, если бы рабочий не обеспечивался по карточкам, а имел бы те же самые 700 рублей, то максимум, что он мог бы купить, 3 килограмма свинины. Вот и все. Но государство, поскольку он работал на государство и создавал военную технику, обеспечивало ему минимум продуктов на его зарплату по старым ценам. Эта схема работала. Она работала очень хорошо, эффективно. Самое главное, что всегда избыток денег всегда мог перетечь на колхозный открытый рынок и там аккумулироваться. Не было такого, чтобы лишние деньги давили на сферу регулируемого оборота. Это самое основное. То есть это деньги, получаемые рабочим, они равнялись карточкам, получаемым рабочим.
деньги, которые у него, может быть, случайно оставались или образовывались от продажи чего-то личного хозяйства, они шли на колхозный рынок, и там он мог купить себе что-то сверх нормы, но уже за реальную цену. То есть, если по карточкам на зарплату рабочий мог получить теоретически 100 килограмм свинины, то в реальном секторе за реальные деньги он мог купить всего 5 килограмм. То есть мы намеренно снизили уровень жизни населения в 20 раз. И поэтому мы смогли получить совершенно фантастически дешевую военную технику, которую мы произвели в колоссальных объемах. Штурмовиков Ил-2 построили 36 тысяч единиц, с чем вошли в книгу рекордов Гиннесса. Потому что стоили они нам не какие-то там 300-400 тысяч рублей, а 300 или 400 тысяч фунтовых кусков черного хлеба. Что в 20 раз, 30 раз дешевле, чем до войны. И поэтому мы победили. Поэтому мы не могли не победить, потому что наша экономика оказалась жизнеспособнее, чем экономика Германии.